Доброго времени суток! Одно из прошлых видео было посвящено знаменитым древнегреческим гетерам. А в этом ролике мы расскажем о влиянии гетер на жизнь знаменитых древнегреческих писателей и философов. Так, например, гетера Теодотта стала причиной смерти философа Сократа. Она преклонялась перед умом Сократа и бесплатно отдавалась ему, несмотря на то, что тот был некрасив, и не соглашалась стать любовницей красавца-драматурга Аристофана, знаменитого отца комедии. Сгорая от ревности и зависти, Аристофан сначала высмеял Сократа в одной из своих комедий, а потом обвинил его в развращении юношества и безбожии. Сократ был приговорен к смерти и выпил чашу с ядом, но Аристофан так и не добился любви Теодотты. Гетера Герпелис была любовницей философа Аристотеля и родила от него сына. Аристотель завещал ей все свое имущество. В средние века возникла легенда о том, что старик Аристотель ласки Герпелис ставил выше всей своей философии и беспрекословно выполнял все ее прихоти и причуды, и чтобы развлечь Гетеру, позволял ей ездить на нем верхом. Изображение Герпелис верхом на Аристотеле стало символом победы чувственных наслаждений над философией. Самая знаменитая из греческих гетер – Аспасия, но она прославилась не только красотой и любовными отношениями с мужчинами. Аспасия родилась в городе Милете, который называли царством гетер. Но веселые пиры, деньги и подарки богатых поклонников интересовали Аспасию во вторую очередь. А в первую она серьезно занималась философией и политикой. Аспасия переехала в Афины и открыла что-то вроде светского салона. У нее собирались самые известные люди того времени. Философы Сократ, Анаксагор, Зенон, драматург Еврипид, гениальный скульптор Фидий и самые влиятельные политики Алкивиад и Перикл. У Аспасии была целая свита молодых красивых гетер, которые не давали скучать гостям ни во время философских бесед, ни после них. Со временем Аспасия сделала своим избранником самого выдающегося афинского государственного деятеля Перикла, который развелся с женой и женился на Аспасии, и она родила от него сына. По афинским законам Аспасия считалась чужестранкой, а ее сын незаконно рожденным. Но влияние Аспасии было так велико, что через Перикла она фактически управляла Афинами. Многим афинянам это не нравилось. Аспасию обвинили в развращении молодых девушек, в сводничестве и в том, что она втянула Афины в войну с греческими городами за то, что у нее похитили несколько ее подруг-гетер. Перикл убедил суд оправдать Аспасию. А позже, когда у него умерли сыновья от первой жены, он упросил Афинское народное собрание, вопреки закону, признать своего сына от Аспасии афинским гражданином. После смерти Перикла Аспасия приблизила к себе богатого юношу Лизикла, не отличавшегося особыми способностями. Но благодаря руководству Аспасии он начал играть заметную роль в политической жизни афинского государства. Он выступал в народном собрании с речами, которые ему готовила Аспасия. Лизикла даже избрали командующим афинской армией. Он погиб в одном из сражений. После этого Аспасия уже не имела возможности бороться со своими многочисленными противниками и завистниками и уехала из Афин. Гетера Пигаретта написала несколько сочинений по математике и бесплатно отдавалась всем, кто отличался знаниями философии, математики и астрономии. Гетера Теорида отказала в любви оратору Демосфену и предпочла ему старца-драматурга Софокла, поэтическим талантом которого восхищалась с детских лет. Гетера Родопида тоже вошла в историю человечества. Согласно легенде, она попала из Греции в Египет. Во время купания орел унес ее сандалию и потом уронил эту сандалию прямо на колени фараону. Фараон был поражен размером и отделкой сандалии и приказал слугам отыскать ту, которой она принадлежит. Сандалию примеряли многим красавицам, но всем она была мала.
Родопиду в конце концов нашли, и фараон взял ее в жены. Легенда послужила основой народной сказки. И в XVIII веке на ее сюжет Шарль Перро написал одно из самых знаменитых произведений мировой литературы. Это Золушка или туфелька, оттороченная мехом. Позже туфельки стали хрустальными башмачками. Мало кто знает о Родопиде, но всем известна Золушка, повторить судьбу которой мечтают миллионы романтических девушек. Это были краткие истории о знаменитых гетерах и влиянию, которое они оказали на древнегреческих писателей и философов. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. А если вы знаете другие интересные факты на эту тему, то напишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!